Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 6 марта, и сегодня мой первый материал уже по новой традиции. Мы говорим не о линии фронта и то, что там произошло, это будет уже, я думаю, в следующем материале, а о темах вокруг данного конфликта. И сегодня я хочу рассмотреть эту проблему на гораздо более высоком уровне. Знаете, я постоянно читаю в комментариях, а я их иногда даже читаю, успеваю, одни и те же вопросы. Юрий, что будет с Россией, какие проблемы внутри России будут и чего, собственно говоря, можно ждать населению России? Вы знаете, я сначала отвечал, а потом понял, что это не имеет смысла, потому что я поймал себя на мысли, что мой блог за последние 10 дней вырос во много раз. С 300 тысяч до уже 1,8 миллиона почти человек. А я отвечал примерно то же самое. Ребят, я недавно об этом всем говорил. Я объяснял, что происходит в мире и какие события могут быть и, соответственно, какие последствия. И, соответственно, поймав себя на мысли, что большинство из вас, мои уважаемые зрители, новые особенно, ни разу не слышали ничего об этом, я решил кратко здесь изложить, что вообще происходит и к чему должны в первую очередь готовиться. В данном случае мы говорим о населении России. Хотя не только о нем. Краешком мы затронем и другие регионы и страны. На самом деле то, что сейчас происходит на территории Украины, это не война между Украиной и Россией. Это война между США и Россией на территории Украины. Конечно, условно можно назвать ее Третьей мировой войной, но ни в коем случае нельзя сравнивать со Второй мировой войной, потому что каждая мировая война, она имеет свои особенности и развивается по своим особым законам. На самом деле, то, что мы сейчас видим, это и есть Третья мировая война. Причем началась она не 24 февраля 2022 года. Началась она намного раньше. Даже раньше, чем в 2014 году. Просто сейчас началась новая ее фаза, когда Россия переходит в контрнаступление. Она в основном гибридная, но иногда бывает и горячая фаза. В данном случае мы наблюдаем очередную горячую фазу этой войны. Осенью я посвятил очень много материалов данной тематике, проблематике и объяснял, что для России намного выгоднее решение украинской проблемы где-то в 23-24 году. Объяснял почему, что и как. Но если это случится в 21, начале 22 года, как это получилось, то на самом деле, значит, американцам удалось спровоцировать Россию на превентивные действия, которые в целом ослабляют ее позиции. Это не значит, что Россия таким образом проиграла войну. Это значит, что она вступила в нее, имея не самый лучший расклад на руках. Гораздо лучший расклад был бы, если бы она вступила в нее в конце 23-го, начале 24-го годов. Либо в конце 24-го, неважно. Но точно не в 21-м и не в 22-м. То есть то, что все идет к войне, я видел уже начиная с прошлой весны. Понятно было, что рано или поздно она разразится. И тот прогноз, который я дал, по-моему, в апреле прошлого года, в целом, к сожалению, он сегодня и реализуется. Для чего я все это говорю? Для того, чтобы люди понимали. Вопрос не в том, что кто-то сошел с ума. Сейчас там любят в Украине говорить, там на Западе, там Путин сошел с ума и так далее. Нет. Все ведущие мировые игроки, давайте посмотрим на другую сторону. Американцы на протяжении многих месяцев уже даже, тоже, по-моему, с весны готовили, в том числе и страны Европейского Союза, к тому, что произойдет. Они давно уже начали подготовку к тому, что Польша примет миллион, а то и 2 миллиона украинских беженцев. То же самое касается и других частей Европы. Все это готовилось с обеих сторон. Ссылки на тот материал, прогноз апрельский прошлого года, я дам в текстовой строке под видео, и она появится в интерактивном окне сразу после этого видео. На самом деле все это просчитывалось и просчитывалось всеми. И эта война, которая сегодня началась на территории Украины, это не вина какого-то одного конкретного политика либо человека. Это неизбежность. Ровно такая же неизбежность, как и схватка между, с одной стороны, Китая и России и США, Великобритании с другой. Вопрос состоял только в том, когда и по какому поводу начнется очередная горячая их схватка. И Украина, к сожалению, вытащила свой несчастливый билет. Правда, и надо отдать должное, что и население Украины очень долго и упорно пыталось прыгать по этим граблям, упрощая американцам задачу. И американцы, спровоцировав Россию, а я не знаю, каким образом они сделали, на самом деле у меня такой информации нет, но это очевидно, что они каким-то образом убедили Россию, что им надо решать украинскую проблему именно сейчас, потому что иначе ей будет хуже. Так вот, американцы таким образом получили какие преимущества? Они имеют все шансы оттянуть в свой лагерь Францию и Германию. Вот на Украине на самом деле борьба идет только за это. И Украина, если так разобраться, была для американцев и британцев всего лишь разменной монетой. То есть они отдают Москве Украину, но усиливают свое влияние на Германию и Францию. Без чего их проигрыш в схватке с Китаем и Россией был просто неизбежным. Теперь у них в связи с тем, что в Украине начались именно сейчас эти события, появилась надежда. Появился шанс на успех, которым они, безусловно, попытаются воспользоваться.
А исходя из этого, надо рассматривать проблемы, которые ожидают Россию, не сквозь призму сегодняшних событий на Украине, а сквозь призму именно этой борьбы. И когда мне вот задали вот буквально за вчера несколько человек вопросы: Юрий, так стоит ли нам ожидать мобилизации, тотальной войны против Украины? Тотальной войны против Украины нет и быть не может. Абсолютно несоизмеримые силы. Но проблемы, безусловно, будут возникать, потому что идет борьба с очень сильным противником. Соединенные Штаты Америки, несмотря на то, что они слабеют, они еще достаточно сильны, чтобы создать массу проблем. В том числе мы видим уже первую информационную волну, которая буквально пробила, поразила и Беларусь, и Россию. Мне из Беларуси, с Россией пишут: Юрий, смотрите, вот какое огромное количество фейков, какое огромное количество видео, которые сбрасываются через все рекламные паблики, все везде лезет вот эта реклама о так называемых зверствах российской армии на территории Украины. Да, это тоже часть информационной войны. К сожалению, в 21 веке по-другому информационная война и общая война не ведется. Это будет делаться на протяжении всей войны. А она продлится далеко не 1 год. Подчеркиваю, я сейчас говорю не об Украине. Я говорю о гибридной большой войне с Соединенными Штатами Америки. Причем основная фаза этой войны, она ведь еще даже не начиналась. Потому что основной удар американцы планируют сделать все-таки по Китаю. Китай для них на сегодняшний момент является главным противником. А он в войну пока еще не вступил. Поэтому, мои уважаемые зрители из Российской Федерации, я вас хочу настроить на то, что может произойти. Я предполагаю, что острая фаза этой борьбы будет длиться на протяжении следующих 3-4 лет. Самая важная и самая ответственная фаза. Именно в этой части, если вы хотите помочь своему государству, вы должны быть максимально концентрированы и пытаться мыслить головой, а не сердцем. Потому что бить вам будут в самое сердце, давить будут на самое святое, вызывая вполне закономерную реакцию. И если вы на нее поддадитесь, значит ваша сторона проиграет. Если нет, то у нее все шансы выиграть эту войну. Повторяю, не войну на Украине, а войну с Соединенными Штатами Америки. И еще хочу напоследок сказать и ответить на один и тот же вопрос, который мне тоже задавали. Юрий, ну когда все вернется на круги своя? Подразумевая, когда все вернется к той жизни, которой мы все жили еще буквально вот несколько недель, месяцев назад. Мой ответ – никогда. Мир переступил через Рубикон. Причем в России это скажется несколько раньше, в Европе, в США это скажется чуть позже. Все, той жизни, к которой мы все привыкли, ее уже не будет. Она очень быстро будет меняться какими-то новыми порядками, новыми укладами. И по итогу, что получится, я, например, не знаю. Одно могу сказать, получится что-то новое. И, кстати, в одном из следующих материалов, я так думаю, завтра в утреннем, я попытаюсь рассказать, как я, например, понимаю, каким серьезным изменениям уже в самом ближайшем будущем это приведет в России. Все по этой теме на пока. Все, до свидания, ждите следующего выпуска. Думаю, там будет военная сводка.